Здравствуйте, Геша Майкл Роуч, и добро пожаловать на Ламрим «Шаги на пути к просветлению». Мы продолжаем этот текст, очень известную книгу. Я думаю, что это величайшая книга из всех когда-либо написанных на каком-либо языке. И она написана по Бонка Ринпоче, который жил с 1878 по 1941 годы. Он был одним из учителей моего учителя, и он провел эту удивительную лекцию, которая продолжалась 24 дня в столице, недалеко от столицы Тибета, Лхаси. И он обучал по этой удивительной книге инструкции о том, как достичь просветления, все шаги, которые вам необходимо сделать. Так что это очень крутая идея, Ламрим. Это значит, смотри, просто делать так, а потом делай вот так, потом сделай это, потом сделай это, и затем вдруг ты становишься просветленным, и ты Будда, и ты можешь помочь миллиардам людей одновременно. Итак, это то, что мы делаем, и мы делаем это уже около 10 лет. Мы медленно прокладываем путь через книгу. Мы наслаждаемся этим, мы наслаждаемся вкусом этой древней мудрости, как прекрасным вином. Мы идем в своем ритме, и мы собираемся насладиться этой древней мудростью. Если вы уже проходили Ламрим, то с возвращением. Если вы новичок, не беспокойтесь об этом, и просто запрыгивайте, и мы пойдем вперед. Если вы посещали предыдущие курсы Ламрим, но вы были заняты, и у вас были другие дела, тогда добро пожаловать назад, и мы просто пойдем дальше. И я намерен обучать этому невероятному духовному руководству медленно и красиво. И потом мы просто закончим, когда закончим. И мы на нашем 36-м ретрите по Ламриму, и это уже 36-й раз, когда я обучаю этому. Мы занимались около 7-10 дней на каждом живом ретрите. А теперь в онлайн-пространстве мы проведем 15 занятий по этому Ламриму, по полчаса каждое. И я пройдусь по этому тексту. Мне нравится называть этот ретрит номер 36 «Любовь во время вируса». Потому что это дни вирусов, которые я и думаю, каждый в этом мире находится сейчас. Это те самые дни, когда в мире сильный вирус, и это новый мир для всех нас. Это что-то, что мы не могли представить год назад. И мы живем в очень необычное время. Все быстро меняется, жизнь быстро меняется. Есть много опасностей, есть много вещей, которых стоит бояться. И это очень важно, я думаю, в эти дни сомнений, беспокойства или чувства страха по поводу будущего. Я думаю, очень важно, чтобы у нас была любовь. И что это за любовь такая? Вы можете подумать о целом мире во мраке, во тьме, и кто-то зажигает свечу или что-нибудь, и вот этот маленький огонек борется против всего мира тьмы. Вы можете подумать об этом таким образом. Вы могли бы подумать об этом таким образом. И это то, о чем вы говорите, Гешала? Это та самая любовь, о которой вы говорите? Я буду маленьким огоньком во тьме Вселенной, во тьме этого мира с вирусом? И я говорю, нет, это не то, о чем я говорю. А потом вы говорите, тогда, возможно, вы говорите о большом свете, как солнце, которое поднимается над этим миром, и весь мир освещается этим солнцем. Это та любовь, о которой вы говорите? Как будто вирус похож на тьму, и потом всходит солнце, и тогда в нашей любви любовь всех нас могла бы изменить эту тьму. И я говорю, нет, это не та темнота, это не тот свет, о котором я говорю. Это не та любовь, о которой я говорю. А потом вы говорите, хорошо, тогда какую любовь вы имеете в виду? И мне нравится называть это как использование солнца для пятна кетчупа. Итак, на этом первом изображении вы видите женщину. Она ест вегетарианский бургер. И у нас есть отличный ресторан через дорогу. Вы все еще можете купить вегетарианский бургер. Вы звоните им, и они выносят его ко входу в ресторан. И у них замечательный вегетарианский бургер. И вот эта женщина пошла и купила вегетарианский бургер. И она добавила сверху много кетчупа и горчицы.
и она его ест, и знаете, что происходит? Кетчуп выдавливается, и большой сгусток кетчупа падает вниз и попадает на вашу блузку. И потом вдруг у вас невероятно большое красное пятно на вашей блузке. И потом вы думаете следующее: как я могу очистить это пятно? И я думаю, что пятно — это как вирус COVID в мире. Это как пятно от кетчупа, и у каждого есть это пятно на блузке. И все так думают: как я могу избавиться от этого вируса? И мне нравится представлять, что эта женщина отправилась, не знаю, в космический корабль, и назовем его космический центр Кеннеди. И она пошла туда, и она спросила: вы можете позаботиться о пятне на моей блузке? И они отвечают: да, у нас есть служба. Мы можем почистить ее для вас. Мы можем избавиться от этого пятна. Мы можем убить вирус. Мы можем избавиться от вируса. И тогда она говорит: хорошо, она меняет свою блузку, она отдает им блузку. И на второй картинке здесь вы видите, как они кладут блузку в космический челнок и отправляют ее на чистку. Итак, ее блузку положили в космический челнок, который они запустили, как вы видите, в сторону Солнца. И потом космический челнок приближается к Солнцу с блузкой, на которой пятно от кетчупа. И когда они приближаются к Солнцу, они летят в середину Солнца, где 25 миллионов градусов по Фаренгейту. Я только что проверил в интернете. Космический корабль каким-то образом попадает в середину Солнца, и там 25 миллионов градусов по Фаренгейту. И потом они открывают дверь, и они выкидывают блузку. И просто попытайтесь себе представить женскую блузку, брошенную в середину Солнца. И постарайтесь представить такой свет. Так что подумайте о пятне кетчупа, как о вирусе в этом мире сейчас. И подумайте о середине Солнца, как об огне. И то, о чем мы собираемся поговорить на этом ретрите по Ламрим, это о любви, подобной середине Солнца. Это любовь, чья сила подобна середине Солнца. И вы берете этот вирус, который является большой проблемой в нашем мире прямо сейчас, и бросаете его в середину Солнца, как маленькое пятно от кетчупа на блузке, и вы бросаете его в середину Солнца. Вот о такой любви мы будем говорить. Мы говорим о любви, которая сожжет миллиард вирусов за секунду. Мы говорим о такой любви. И это трудно себе представить, и мне было трудно найти подходящую картинку. Может быть, мое изображение странное, но представьте себе силу в середине Солнца, а затем представьте себе маленький вирус, который пытается бороться против этой силы. И это то, о чем мы говорим. На этом Ламриме мы постараемся найти такую любовь во время вируса, такого рода любовь, которая устранит силу вируса в этом мире. И она сделает это. И она действительно может. И мы можем научиться этому вместе. И эта книга поможет нам вместе научиться тому, как сжечь вирус с помощью этой любви. И даже этот пример, он слишком маленький, но это самый большой, который я могу представить сейчас. Хорошо. Итак, мы будем работать над такой любовью. Этот курс будет состоять из двух частей. В первой части мы пройдемся по Ламриму, мы пройдемся по шагам на пути, и мы пойдем. Мне нравится делать это слово за словом. Мне нравится это передавать. Одна из моих целей на этих курсах — это передать дальше то, чему учил меня мой учитель на оригинальном языке. И так как мой учитель учил меня этому тексту 30 лет, он обучал меня этому 3 раза. И каждый раз, я не знаю, каждый раз занимал 7 или 8 лет, и он обучал меня ему медленно. И нам это нравилось. Мы не думали о том, чтобы дойти до конца. На самом деле, каждый раз, когда он доходил до конца, он начинал все сначала. Так что это было больше, чем опыт, понимаете? Мы не пытались закончить книгу.
Мы пытались жить внутри книги и потом продолжать жить внутри книги. И это то, что мы делаем. Так что теперь давайте начнем. Мы будем проходить книгу с одной стороны, и с другой мы будем вместе делать медитации. И теперь медитации основаны на очень известной книге, написанной на санскрите около 1300 лет назад в Индии, мастером по имени Шантидева. И я знаю, что многие из вас знают эту историю о Шантидеве. И это очень красивая история. Он был великим мастером, который жил в монастыре. И все думали, что он был просто бездельником, и люди думали, что он был ленив. Но в тайне он занимался великой практикой по развитию любви и развитию понимания пустоты. И он жил такой жизнью в тайне от других. А дальше длинная история. Я не буду рассказывать ее сегодня, но если вам интересно, вы можете изучить курсы ACI. Я думаю, что это курс 10, 11 и 12. Верно, Тим? И вы можете изучить руководство к образу жизни Бодхисаттвы, эту великую книгу Шантидевы. Итак, мы собираемся использовать книгу Шантидевы, чтобы сделать медитацию любви, медитацию на любовь. И так как мы проходим через этот ламрим, мы собираемся делать особые медитации на любовь. И мы это сделаем отдельно от занятий. Мы будем брать их из книги Шантидевы. И теперь эта традиция, когда мы начинаем первый выпуск нового курса по ламрим, мы рассказываем своей аудитории, где мы находимся в этой книге. И каждый великий духовный классик имеет сапче. И сапче означает определенный план. Мы следуем определенным шагам в книге. И мы следуем определенным идеям книги. Так что эта традиция, когда мы начинаем новый курс, по традиции мы говорим о том, где мы находимся в сапче, и как далеко мы продвинулись в этой книге. Где мы находимся в сапче? Вот я и подумал, что я пойду с вами по плану и расскажу, где мы находимся в этой книге, хорошо? Итак, эта книга в основном состоит из 3 разных частей. 3 очень знаменитые части. Это называется «Шаги на пути для людей меньших способностей», «Шаги на пути для людей средних способностей», а затем шаги на пути для людей больших способностей. И люди с большими способностями, как некоторые из вас знают, это бодхисаттвы. Их мотивация — достичь полного просветления. И они хотели бы получить тело, в котором они могли бы находиться в миллиардах миров одновременно и обучать людей, и показывать им путь к счастью. И это своего рода солнце, о котором я говорил. И если вы хорошо изучаете эту книгу, если вы хорошо изучаете эти курсы, если вы делаете хорошо медитации, тогда вы можете достичь состояния ума бодхисаттвы. И это называется бодхичитта. И в этой высшей форме люди, когда они достигают бодхичитты, они могут воспринимать миллиарды планет одновременно за короткое время. В течение нескольких минут в этом мире они могут воспринимать, они могут посетить миллиарды миров, и они могут познакомиться с людьми и всеми маленькими существами в каждом из этих миров. В течение 10 или 20 минут они могут совершить это путешествие в миллиарды миров, и их любовь так сильна. Мы не говорим о любви к одному человеку или о любви к вашей стране, или даже о любви вашему миру. Мы говорим о любви, которую вы можете достичь в своей жизни, и которая может охватить миллиард миров одновременно. И о любви, которая может встретиться с каждым живым существом, с каждым человеком в миллиарде миров за 20 минут, и взаимодействовать с каждым из них напрямую, и изливать любовь на них,
осыпать их любовью и заботиться о них одновременно. И этот вид любви — это как середина солнца. И вы знаете, тогда вирус, который в этом мире, это очень маленькая вещь. Это как один атом в середине солнца или чего-либо. Это всего лишь маленькая вещь. Ручка — это ситуация с вирусом, затронувшая 7 или 8 миллиардов человек в настоящее время в этом мире. Это мелочь по сравнению с той любовью. И мы будем пытаться достичь такой любви, которая могла бы сжечь этот вирус, прямо как кетчуп на блузке. И эта мотивация — стать таким человеком, который может посещать миллиард миров, основана на некоторой меньшей мотивации. И эта мотивация звучит так. Я сам хочу достичь нирваны. Я хотел бы попасть в то место в моей жизни, где мне больше не нужно страдать. У меня хотелось бы мне достичь места в моей жизни, где я свободен от любой боли, и особенно от боли негативных эмоций. Я хотел бы добраться до этого места. Итак, это называется люди средних способностей. И они хотели бы достичь нирваны. Нирвана отличается от просветления. Нирвана — это место, куда вы попадаете, где у вас нет отрицательных эмоций, никаких негативных мыслей вообще. Ты все еще в теле, у вас все еще есть ум, но ваш ум абсолютно счастлив. Как личная нирвана. Так что те люди, которые хотят достичь миллиард планет и помочь людям, это должно основываться на личной нирване. Вам необходимо достичь этой личной нирваны, чтобы иметь возможность путешествовать в миллиард миров. Путешествие в миллиард миров зависит от достижения этой нирваны. И эта нирвана зависит от задачи Ламрима, которую мы называем люди меньших возможностей. И они просто волнуются, что будет после того, как они умрут. И я думаю, что такое осознание пришло в этот мир в этом году. И это вроде как удивительно. И весь мир думает. Вы знаете, мы все носим маски. Я снял маску, чтобы обучать. И весь мир думает, мне нужна маска, мне необходимо надеть маску, потому что я могу умереть. И если я не надену эту маску, то я могу умереть. И тогда, конечно, некоторые люди думают, наверное, большинство из нас, ну а что будет со мной после этого? Что будет со мной, если я умру? Куда я пойду? Что произойдет со мной? И именно эта мотивация является основой для желания нирваны, которая является основой для мышления как бодхисаттва. И я бы хотел помочь каждому. Беспокойство о том, куда вы попадете после того, как вы умрете, служит основой для достижения нирваны. А вместе они являются основой для высшего желания стать Буддой, чтобы помочь людям на миллиардах планет. Итак, почему мы говорим об этом? Мы дошли до этой части в Ламриме. После 10 лет работы мы на самом деле близки к завершению второй части. Мы близки к завершению инструкции для достижения нирваны. И мы на самом деле собираемся закончить этот раздел во время программы этого Ламрима. В этом месяце мы завершим раздел «Как достигнуть нирваны», а потом у нас будет этот классный переход в учение об образе жизни бодхисаттвы, как быть бодхисаттвой. Итак, мы будем медитировать на образ жизни бодхисаттвы. И Ламрим начнется с того, что значит думать как бодхисаттва. Итак, мы прямо сейчас находимся в этой средней мотивации. Я хочу позаботиться о том, куда я пойду после смерти. Я хочу быть уверен, что я смогу достичь нирваны. И поэтому после своей смерти я знаю, куда я пойду, и я не буду страдать. Итак, мысль о том, чтобы убрать мои негативные эмоции навсегда, это второй уровень. И теперь этот второй уровень состоит из двух частей. Первый называется «Какое тело и ум вам нужны, чтобы выбраться из этого круга страданий, этого колеса жизни».
И мы это уже обсуждали. А потом мы спросили, по какому пути нам следует идти? Какому духовному пути нам надо следовать, чтобы достичь нирваны? И мы находимся в середине этого. Мы все еще здесь. И с этого мы начнем. А теперь мы готовы начать текст. И я собираюсь показать вам эту первую идиму, или первую картинку, изображение идеи. И у нас есть, я не знаю, среднего возраста, ты бы так сказал, Тим? Мужчина средних лет. Он помогает своему отцу, кажется, отцу, я не знаю. Он купил отцу компьютер, и отец совсем не знает, как им пользоваться. И это случилось со мной однажды. У меня был шанс встретиться с одним из лучших учителей в мире лично, и я предложил им компьютер, но потом мне пришлось научить их пользоваться им. Итак, давайте перейдем к тексту. Каким образом эта картинка связана с текстом? Я собираюсь прочитать тибетский. Не переживайте, не думайте, что это глупо. Не думайте, они собираются попросить меня выучить целый язык. Должен ли я выучить целый язык? Нет, вам не нужно выучивать совершенно новый язык. Я сажаю семена в ваше сознание для следующей жизни, хорошо? Так что не волнуйтесь по этому поводу. Когда учитель хочет посадить семена в ваше сознание для вашей следующей жизни, тогда просто расслабьтесь, впустите их, хорошо? Просто откройте свое сердце, откройте свой ум и скажите: «Ладно, Гешала, говорите странные тибетские словечки, и я постараюсь держать мой ум открытым. Я все понимаю. Вы строите планы на мою следующую жизнь». Именно это мы и делаем. Так что я буду читать тибетский вместе с вами. И я не пытаюсь заставить вас выучить новый язык. Это слишком. Я закладываю маленькие бомбочки в ваше сознание для следующей жизни. Маленькие бомбочки доброты, понятно? Хорошо. Итак, в буддизме есть 3 тренировки. В буддизме есть 3 известные тренировки, которыми нам необходимо овладеть в этой жизни. Первая из них — это доброта, быть добрыми с другими людьми. И вот почему у меня есть это изображение или эта фотография человека. Может быть, он помогает своему отцу, просто маленькая доброта. Этот отец не знает, как настроить этот новый компьютер. И отец надеется, что сын поможет ему настроить этот новый компьютер. И сын находит время. Он очень занят. Он работает в большом офисе, у него много обязанностей. Но он очень добрый. И он проявляет доброту к своему отцу. И вы можете сказать, это нравственное поведение. Это тренировка нравственности. Во второй тренировке, которая называется Тингензин, она означает «тренируй себя в медитации», чтобы стать хорошим медитатором. И я повторю вам простой, незамысловатый трюк взрослого человека, который всю свою жизнь старался хорошо медитировать. Есть способ, есть простой метод. Начните сегодня, сделайте 10 минут. Мы сделаем это вместе. А затем медитируйте 10 минут каждый день в течение следующей недели. Когда вы доберетесь до, например, субботы или воскресенья, неважно, какой в вашей стране выходной день, добавляйте по 1 минуте. Каждую неделю добавляйте по 1 минуте. Так что вторую неделю вы будете медитировать 11 минут. И продолжайте в том же духе в течение 1 года. И к концу года вы будете хорошо медитировать в течение часа. Если вы попробуете медитировать в течение часа в самом начале, вы потерпите неудачу, и вы не научитесь медитировать. Так что, пожалуйста, 10 минут медитации, всего 10 минут, и мы проведем медитацию вместе. А потом, каждую субботу или воскресенье, каждые выходные, добавляйте 1 минуту. И тогда вы овладеете второй практикой. А третья тренировка — это пустота, понимание того, почему ручка не происходит из ручки, которая на буддийском языке называется «ручка — это не ручка». Ручка — это не ручка.
Но это значит, что ручка — это не ручка, которая происходит из ручки. Ну, а ручка там есть? Да. Ну и что же это за ручка? О, это ручка, которая исходит из меня. И это зависимое происхождение. Есть ручка, которая происходит из моих семян, но нет ручки, которая происходит со своей собственной стороны. И это пустота. Таким образом, есть 3 тренировки. И мы можем сказать, понимать пустоту, а потом научиться медитировать 10 минут. Начните с 10 минут. Если вы перестали медитировать со времени последнего ламрима, и я тоже перестал, окей? Давайте начнем снова. Давайте начнем с 10 минут. И добавим еще 1 минуту. А потом хорошее поведение по отношению к другим, доброжелательность другим людям. И, между прочим, эти 3 и есть огонь в середине Солнца, которое сожжет вирус. Эти 3 тренировки являются огнем в центре Солнца, который мы можем действительно использовать в этом месяце, чтобы сжечь вирус, чтобы сжечь его, как пятно кетчупа в центре Солнца. Хорошо. Из этих 3, ладно, ребята, вы готовы? Вопрос на $20. У меня есть 3 друга здесь. Вы готовы? Хотите заработать $20? Я серьезно, это настоящая вещь. Одну из них вы можете начать делать в любое время. 2 из них требуют немного тренировки, и у вас должны быть особые возможности, специальная тренировка. Одну из них мы можем начать в следующие 10 минут. Вопрос на $20. Доброта. Да, доброта. $20 за нее, хорошо? Кто банкир? Сейджи банкир. Ладно, я должен тебе $20. Да, это мы все можем начать в любое время. Вам не обязательно иметь комнату для медитации, вам не нужно изучать какую-то сложную книгу о пустоте. Любой из нас может начать в любое время, быть добрым к другим людям. И у нас есть другие люди. Мы просто хорошо относимся к ним. Итак, он говорит, очень трудно начать медитировать, делать медитацию на пустоту в следующие 5 минут, но вы всегда можете быть добрым по отношению к кому-то рядом. И в наших руках есть учение. Ладно, так называется эта книга, верно? Я вложу освобождение в ладонь вашей руки, и она здесь. Токпай Тенпа. Ладно? Если бы Ник был здесь, я бы предложил ему $20. Ну ладно. Есть? Есть обучение в форме лунг и обучение в форме токпа. Да, по $10 на каждое. Ты отслеживаешь? Да. Все буддийские учения разделены на идеи и книги. Можно сказать, идеи и книги. Идеи в голове и книги. Понимаете? Учения, вы знаете, физические учения. И какое из них доброта? К чему относится доброта? Является ли это состояние ума или это книга? Да, это состояние ума. Итак, он говорит здесь, вы хотите эти прорывы в сознании? Тогда, может быть, вы могли бы начать с того, чтобы быть добрыми по отношению к другим людям. И это буддизм. Так что это не то, что буддизм учит вас, как быть добрым с другими людьми. Быть добрым по отношению к другим людям. Вот что такое буддизм. Хорошо? Отлично. И у нас есть такое учение. И оно называется виная. Оно называется пратимокша. Правило хорошего поведения по отношению к другим людям. У нас у всех есть, например, 10 этических принципов. Ладно, за $0. Потому что вы должны знать это. Какой первый? Нет, не убивать людей или любых живых существ. Второй принцип — не красть, уважать собственность других людей. Давайте скажем это позитивно, хорошо? Уважать жизнь, уважать чужую собственность, защищать жизнь, уважать чужую собственность. Третий — уважать отношения между людьми, не связываться с партнерами других людей, говорить правду, всегда говорить правду.
Пятый — соединять людей вместе вашей речью. Всегда стараться соединять людей вместе. Номер 6 — использовать, говорить мягко людям, говорить людям приятные вещи, не говорить людям грубости. Номер 7 — не болтайте бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ты слышал, что сказал сегодня Том? А ты слышал о вирусе? Это очень важно знать, что происходит с вирусом. Но говорить об этом весь день — это пустая трата вашего времени. Номер 8 — радоваться, когда другие люди что-то получают. Номер 9 — сочувствовать, когда с людьми случается что-то плохое. Номер 10 — ручка. Хорошо, да. Итак, здесь, в первом абзаце, он говорит, нам всегда доступно это учение. Мы всегда можем быть добры к другим людям 10 разными способами. И теперь следующее, что он говорит, это сангеки. Если есть человек в мире, который пытается применить эти 10 принципов по отношению к другим людям, тогда мы можем сказать, что буддизм в их комнате. Там существует буддизм. Если есть человек, который пытается делать эти 10 добрых дел, очень простой буддизм. Очень простой. Если есть один человек, кто пытается применять эти 10 принципов, старается не навредить жизни других людей, не лгать, старается не наносить ущерб чужим вещам. Если есть хотя бы один человек во всем городе, тогда мы можем сказать, что буддизм существует в этом городе. И это очень красиво. И эти 10 принципов являются основой для 2 высших наборов обетов. Есть 3 вида обетов. Самый нижний — это базовый, не причинять боль другим людям. Второй вид обетов — обеты бодхисаттвы. И потом у нас есть секретные обеты. Итак, быть добрым с другими людьми, как этот парень, который заботится о своем отце, помогает ему. Это основа всей буддийской практики. И почему мы говорим об этом? Мы говорим о любви во время вируса. Мы говорим о том, чтобы осветить Солнце, все темные уголки во Вселенной. И свет Солнца, и основой этого являются эти 10 способов быть добрыми с другими людьми. Вот и весь фундамент. Далее мы перейдем к следующему эпизоду, и мы поговорим об идее хранителя Дharмы. Хранитель Дharмы — это очень известная идея. Она называется Темпадзин, хранитель учения. И как сможем мы, вы и я, стать хранителями этого учения Будды? Как мы можем передать буддийские учения? Как мы можем быть хранителями Дharмы? Как мы можем стать хранителями Дharмы? Итак, мы поговорим об этом в следующем эпизоде. И спасибо, что вы снова начали Ламрим. Это очень весело. Это большая честь учить этому. И я очень благодарен ACI, Тиму. И я знаю, что есть, я думаю, человек 100 или больше, кто помогает с переводом. И во многих странах были тысячи людей, кто изо всех сил старались учиться. И много людей, кто помогает. И я хотел бы поблагодарить их всех. Особенно мне хотелось бы выразить благодарность Тиму Лоуэнхоупту. Спасибо тебе. И увидимся в следующем эпизоде.